Ну что, дорогие мои, всем привет и добро пожаловать на мой очередной мастер-класс. Сегодня он будет немножечко другим, потому что я решила выбрать тему для нашего мастер-класса «Здоровье женщины». Потому что мы все девочки, мы все взрослеем в какой-то момент, с нами происходят различные перемены с нашим организмом, и об этом нужно, конечно же, знать. Поэтому я бы хотела поговорить немножко, ну, во-первых, представиться, а потом поговорить немножко о здоровье, о каких переменах мы можем поговорить в будущем, да, и я думаю, все будет интересно, компактно, я попытаюсь уложиться в течение часа, чтобы вы тоже побыли немножечко в своей семье, в кругу семьи, и немножко насладились этим утром, не утром, а вечером, но мы будем себя чувствовать так, как будто бы это утро после моего волшебного упражнения. Ну что, девочки, сейчас я перейду на слайды. Вы должны меня будете видеть, окей? Если что, сразу же пишите, если меня будет плохо видно, к примеру. Я бы хотела так, чтобы вы видели и слайды, и меня, окей, где-нибудь в уголочке. Значит, сегодняшний наш мастер-класс бесплатный, естественно, да, я его назвала «Здоровье женщины, залог красоты». И в конце этого мастер-класса я буду вам предлагать купить, я сразу говорю, то есть откровенно с вами, да, 7-дневный или 8-дневный, у меня всегда так получается, плюс-минус, я еще там сколько-то дней вам дарю, курс, который я назвала «Секреты гейши». Почему я так все сделала? Значит, смотрите, я хочу, чтобы мы все с вами были красивыми, молодыми, здоровыми, и как это все совместить одновременно. Это очень интересно, да? Но это моя цель. Какое мое образование? Те, которые меня не знают и первый раз вообще ко мне сюда пришли, спасибо за это. Мое образование, я давным-давно заканчивала театральный институт. У меня 2 образования высших в этом направлении. Это актерская и режиссер театра. Так получилось, что мне предложили еще второе параллельно получить, как актрисы. Потом в Данию, когда я приехала, и, если кто не знает, я всю свою жизнь мучилась лишним весом. То есть буквально вот я год уже весила 16 килограмм 300 грамм, кто не знает, да. И, соответственно, когда мне уже исполнилось там сколько-то 40 с чем-то лет, я решила получить еще одно образование и стала диетологом, выучилась на него. Это получила образование в Дании. Вот. Также я специалист позитивной психологии с правом преподавания. Девочки, кто-то к нам еще подходит. Это хорошо. Вот. Я также нутрициолог, женский коуч, как угодно, как это сейчас так модно называть, да, вот. И, конечно же, основатель школы осознанного питания Nordic Balance, где мы учимся правильно кушать, дышать, гулять и любить себя. Это очень-очень важно. Ну, также я теперь уже и автор книги, которая называется, покажу вам, похвастаюсь, кто еще не знает, «Гармония счастья через осознанное питание». Вот, я написала, как я говорю, мелким почерком, 202 страницы. Это такое женское пособие, которое каждая девочка должна иметь, я считаю, да. Ну, кто я еще такая? Я также опубликовала более 500 различных статей. Мои девочки страннеют и делаются более счастливыми по всему миру. Вот, и более 10 тонн лишнего веса мои девочки уже потеряли, и это здорово. Ну, хватит обо мне, где меня можно найти, девочки, вы тоже, наверное, уже знаете. И многие из вас уже в моей группе Nordic Balance, это закрытая группа, где мы можем фотографироваться в неглиже, скажем так, там мальчиков нету, и никто нас не осудит. Мы тут обсуждаем в этой группе наши какие-то маленькие, большие победы, и все это обсуждается здесь. Также страница интернета, моя страничка Nordic Balance, да, мой Инстаграм, ну, YouTube тоже, девочки. Если кто-то еще не подписан, очень вас прошу, поддержите, подпишитесь.
и я буду просто счастлива. Но моя миссия в чем заключается? Я хочу, чтобы вы все были здоровыми, счастливыми, стройными, молодыми, опять же, да, потому что мы сейчас начали в мою программу подключать йогу для лица и различные народные маски. Вот. И главное для меня, чтобы все женщины были счастливы, чтобы они научились любить себя. Потому что, знаете, как мы все там, все семье, детям, мужу, а я где-то там на последнем месте, родителям, соответственно. Мы всегда отдаем приоритет кому-то, а себя, к сожалению, мы полностью забываем. Поэтому я вас всех очень и очень прошу и учу вас этому, любить себя и относиться к себе так, как вы относитесь к самой лучшей, я не знаю, там, родственной душе какой-то, самому любимому человеку, чтобы вот это вот вы все делали и умели. Вот такие вот дела. Так что будем совершенствоваться, и я считаю, это моя миссия, чтобы изменились вы в лучшую сторону, поменяли ваши привычки какие-то на что-то лучшее и научились гулять, научились любить себя, опять же, повторюсь. Вот это моя миссия. Я надеюсь, вы меня в этом поддержите. Ну вот, девочки, напишите мне, чего вы ожидаете от сегодняшнего мастер-класса. Почему вы сегодня пришли? Вы пока пишите, думайте, что, как. А мне очень интересно. Это я все потом прочту и отвечу. Окей? Подумали? Окей. Понимаете, почему вы здесь сегодня? Я счастлива за вас всех видеть, естественно. Ага. Так чего же вы ожидаете? Вы ждете подарок? Да. Из-за этого вы пришли или как? Ну вот, подарок, конечно же, будет, потому что мы с вами побалуем себя, любимых, лимфодренажом, лимфодренажным массажем, который вот я вам сегодня подарю, покажу вам какие-то там элементарные движения, которые я использую в йоге для лица в своих курсах, а также ежедневно. Вот, это будет интересно, это будет подарок, и вы это упражнение сможете использовать каждое утро, потратив на него минут 15, не больше. Вот, давайте теперь перейдем. Что для нашего организма нужно, для нашего здоровья? Да? Нам необходимы нутриенты. То есть без нутриентов у нас не будет ни здоровья, ни настроения, мы будем очень такими вялыми, пассивными и сонливыми. И, конечно же, все это зависит напрямую от нашего питания. Как мы будем питаться, так и будет. Но с возрастом обязательно происходят какие-либо у нас изменения и какие особенности. Да? То есть у нас прежде всего происходит снижение выработки эстрогонов. У нас с нами происходят гормональные изменения, и они уже происходят после 30 лет, вот что ужасно, потому что климакс, он очень и очень помолодел. А наш организм готовится к менопаузе за 10 лет до того, как мы вступаем в эту самую менопаузу. Об этом я записываю видео на этой неделе, и будет вам тоже, наверное, интересно. Я там много говорю, как выровнять этот климакс и так далее, как его задержать. Вот эти гормональные изменения начинаются уже где-то после 35 лет. И 10 лет, пока мы входим. Потом замедление, соответственно, метаболизма у нас происходит обязательно. К сожалению, если мы могли посидеть на диете там, в 20 лет, все было прекрасно, и у нас так вес уходил, там, я не знаю, за недельку, то после, опять же, 35-37 лет у нас происходит вот это вот, уже все по-другому, не так, как раньше было. Ну и, конечно же, к сожалению, набор веса у нас тоже происходит более активно с возрастом. Вот. Так. Сейчас мы перейдем к следующему. Как мы можем определить наши жировые запасы? Есть такой вот, есть такие схемы, которые вы можете, они приблизительные, но тем не менее мы все можем себя как-то узнать, да, по конституции, какая я и где я нахожусь, здесь или нет. Но вообще уровень нормального жира в теле
лежит где-то в промежутке у женщин от 20 до 27%, а у мужчин от 15 до 24%. У мужчин это совсем все по-другому, и мужчины худеют по-другому. Вот. Конечно же, также жировые запасы можно тоже измерить с помощью каких-то формул, которые я вам тоже могу дать. Это делается все очень-очень просто и легко. Вот. Ну вот в чем проблема наша, да, что жир у нас, жировая ткань делится на два типа. Прежде всего, и самый такой как бы опасный жир – это висцеральный жир. Этот жир, он окутывает наши все внутренние органы. То есть он находится под мышцами, и он наиболее опасный. Бывает такое, что девушка там или мужчина стройные вроде бы как, и едят сколько угодно, и не поправляется, не набирает вес, а тем не менее у них есть вот этот висцеральный жир, и он очень опасен. Ну и также второй тип жира – это подкожный жир. Он как бы менее такой вредный, но тем не менее все равно мы видим все эти, знаете, какие-то рюшечки и так далее, и нас это обязательно раздражает, конечно же, да. Ну, что очень опасно для нашего здоровья, это дефицит калорий. Это то, что мы делаем, когда мы садимся на диеты какие-то. Чтобы вы понимали, я с 15 лет и до 43 я была постоянно на каких-то диетах. Я постоянно мучила себя какими-то, я не знаю, там, то апельсиновая, то грейпфрутовая, то диета яичная, то дюкан, то Аткинс. В общем, я перепробовала на свете все абсолютно. И чем это все грозит? Вот эти все диеты, они построены на чем? То есть на уменьшении калорий. А это очень и очень вредно и опасно. Ну, я не буду говорить сейчас про диету, у меня целая лекция об этом есть, да, но, тем не менее, когда мы сидим на диете или убирается какой-то компонент, то есть белки, жиры, углеводы, да, там, безжировая или безуглеводная, или какая-либо другая диета, но и также при этом обязательно снижение калорийности. И в случае недостаточного поступления вот этой самой энергии, которую мы берем из продуктов питания, у нас начинают затормаживаться тоже все процессы. То есть ваш организм попадает в фазу, а что если будет завтра война, то есть меня не покормят, и он все начинает откладывать в запасы жировые. И еще нужно понимать, что очень и очень страшно иметь недокалорийность. То есть 1200 калорий, если меньше 1200, то у вас будет просто идти дисбаланс во всем организме. Вы начнете болеть, иммунная система будет падать, снижаться, у вас будет головокружение, вы можете полностью сбить свой какой-либо, менструальный цикл, например, да, гормональный, эндокринная система у вас пойдет в тартарары. В общем, это не дай бог. И лучше все-таки влиять на свой организм по-другому. Да? Ну, а что происходит, когда у нас этот самый дисбаланс происходит, да, гормонов? То есть у нас что? Останавливается цикл, клеточка все прячет, у нас появляются какие-то нервные срывы, и всякая прелесть, которая указана на этом слайде, вы видите, можете почитать, да, что и как. Это можно об этом говорить вечно. Вот, ну и гормоны и жиры. Существует, конечно же, множество гормонов, которые способствуют расщеплению нашего самого жира. Это адреналин, и глюкагон, и кортизол, и соматотропный гормон, да, но да, мы пришли, вот мы здесь. Но, тем не менее, если мы что-то не додаем нашему организму, наши эти самые умные гормоны, которые должны, по сути, сжигать жир, помогать нам худеть, они будут тоже разбалансированы, и вы будете, наоборот, набирать вес. К примеру, если мы во время сна можем терять вес, да, а когда мы не спим, то система работает совершенно по-другому. И вот этот самый гормон кортизол будет подавлять другие гормоны, и вы будете вместо того, чтобы худеть во сне, вы будете набирать вес. То есть если ты не доспал, то завтра у тебя будет обязательно плюс на весах. Это 100%. Ну вот, посмотрите на эту картиночку тоже, как у нас расщепляются жиры.
поели, пошло все по пищеводу. И вспомните, у нас многие придерживались какого-либо раздельного питания. Вот. И я такой вопрос тоже задала, пока училась на диетолога, и мне сказал наш профессор, говорит, ну, Вика, а как ты хочешь? Ты же не можешь сказать своей там булке, пожалуйста, или углеводам, да, пожалуйста, посидите здесь 3 часа, а вот потом, да, вы пойдете туда, а вы здесь тоже подождите белки, и потом вы смешаетесь. То есть все происходит совершенно по-другому, все зависит от продукта, который вы съели, от того, как долго он переваривается и так далее. То есть поэтому моя система питания, она рассчитана совсем на другом, просто нужно кушать осознанно. Вот. А вот теперь скажите, упражнение для сжигания жира. Какое оно? Но всего лишь одно, напишите, девочки. Какое упражнение для сжигания жира, вы знаете? Вот как можно убрать жир в области живота? У вас есть какой-то такой вот волшебный прием? Так, хорошо, молодцы. Девчонки, активнее давайте. Угу. Кто-то еще напишет? Так. Окей. Упражнение для сжигания жира. Дорогие мои, хочу вас удивить, но это можно сделать только с помощью сбалансированного питания. Никаких упражнений вообще нет. Физическая активность должна быть самая элементарная, хотя бы, говорю, всегда вас прошу гулять. Вот. Прогулок вам хватит. Какие процедуры могут помочь? Все же мы думали, окей, мы если там обмотаемся, или массажи, скрабы и все остальное, это тоже будет бесполезно до того, пока мы не сделаем вот этот баланс. То есть мы должны потреблять меньше, а тратить больше. И тогда будет вам счастье. Вот. Нутриенты. Это очень такое интересное слово. Это очень и очень важный материал, от которого зависит получение нашей энергии. Да? И нутриенты, они делятся на макро, то есть это, знаете, я сегодня даже написала тоже такой пост в Фейсбуке, БЖУ. Так вот, нутриенты делятся на Б – это белки, Ж – это жиры, и У – это углеводы. И также на микро, то есть макро, то, что я перечислила, и микро – это витамины, минералы и вся остальная прелесть. Что такое белки? Мы все знаем, да, это мясо, это рыба, это есть растительные какие-то белки, да, есть вот у нас кисломолочные продукты, это все белки. Вот. И от белков зависит формирование наших мышц. Это рост клеток, это рост, как я сказала, мышц. И он отвечает за метаболизм. То есть белок в нашем организме можно сравнить с кирпичиками. Кирпичики, которые строятся, на которых строится наш организм. Вот. И нехватка белка, соответственно, ведет к нарушению всех абсолютно метаболических процессов организма. И переизбыток белка ведет к каким-то там, да, побочным явлениям и нарушениям там, работы печени, желудочного тракта и так далее. Вот. Жиры, которые так нам необходимы. Жиры нельзя исключать. Помните, как раньше, там, я не знаю, лет 20 тому назад говорили, ой-ой-ой, нельзя, жирная пища так вредна. Я помню, в Дании была такая Лена, по-моему, Хэнсон, или как-то ее звали, она вела целый курс передач о том, как готовить. И у меня даже ее книга есть. Так вот, она замачивала фарш в горячей воде, клала его в полотенце, замачивала в горячей воде, потом отжимала. Вот такая тенденция была, чтобы, не дай бог, ничего жирного не попало, то от этого поправишься. Сейчас все абсолютно наоборот. И наука, слава богу, идет вперед, и сейчас все говорят, что жиры нам необходимы, это доказано уже, да. Их нельзя исключать из нашего питания. Вот. И при нехватке жиров в организме у нас не смогут усваиваться никакие витамины жирорастворимые, помните, да? Вот. У нас будут проблемы с суставами, с нервной системой, и мозг наш будет работать очень вяло и плохо, концентрация у нас упадет. Зачем нам это нужно? То есть это нужно.
кушать, обязательно иметь эти жиры в нашем рационе. Кстати, если вечером вот мне многие задают вопрос, а что съесть вечером? Так вот, мои дорогие, лучше вечером съесть что-то жирное, чем углеводы. Вот. Ну, конечно же, мы перешли к этим самым углеводам. Углеводы у нас бывают простые, то есть это быстрые углеводы. Вот посмотрите на этот слайд, это все наши печенюшки, конфетки, мороженое, белый хлебчик, шоколад и чипсы, и булки. Вот. Но есть у нас еще и углеводы сложные, которые медленные. Это, конечно же, все овощи, фрукты тоже обладают обязательно. Вообще все продукты имеют все три компонента, да, но если мы говорим так об углеводах сложных, то я сделала такую фотографию, где это овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, соответственно, бобовые имеют тоже. И без этих углеводов мы также не сможем жить. То есть всего нужно иметь в нашем рационе в правильном, как бы, в правильной пропорции. И в диетологии углеводы рассчитываются по остаточному принципу, но тем не менее, то есть сначала даже вот смотрите, БЖУ, да, сначала мы пишем белки, жиры и углеводы. Это по остаточному принципу. Вот. Фитоэстрогены, что это такое? Посмотрите сюда. Это все бобовые, это морковь, это фрукты, это все цельнозерновые, это семечки. Это нам, девочкам, очень и очень нужно иметь в нашем питании. Вот. Ну, эстрогены за что отвечают, да? Потому что, как я сказала, с возрастом у нас проблема наступает с этими самыми эстрогенами, которые отвечают за молодость, за центральную нервную систему, за волосы, за кости и за обмен липидов, то есть это за обмен жиров. И, конечно же, это нужно знать, и необходимо нам добавлять в наш рацион такие вот продукты, как орехи с возрастом, да, семя и масло, и оливковое масло, семя льна. Это все нам необходимо. Вот. А чем мы можем снизить выработку этих самых драгоценных эстрогенов? Так это именно дефицитом калорийности. То есть как только мы садимся на диету, идет дисбаланс, идет сбой многих систем нашего организма, и также можно снизить выработку эстрогена какими-то очень-очень сложными такими тренировками, изнуряющими. То есть все должно быть спокойно и в норме, в гармонии. Не надо, если вы ходите, к примеру, в фитнес-зал, просто себя мучить до седьмого пота, чтобы потом будете падать с этого велосипеда или еще откуда. Вот. Также, если нарушение пищевого поведения имеется, то же самое, как я уже выше сказала, менструальный цикл может сбиться или еще хуже остановиться вообще, да, в молодом даже возрасте. Вот. Также стрессы. Стрессы очень и очень влияют на наши эстрогены. Вот. Ну и, конечно же, неправильный образ жизни, не буду об этом говорить. Ну и, соответственно, эстрогены снижаются, когда наступает тот самый противный климакс, то есть менопауза, к которой наш организм, как я уже тоже вас предупреждала, готовился еще уже после 35 лет. Вот, так что же такое нарушается при недостатке эстрогенов? Прежде всего, мы начинаем очень плохо спать. У нас снижается концентрация, и мы теряем потихоньку как бы память. Знаете, если вы начинаете там, вышла, села в машину, куда-то поехала, потом бац, ой, а что же это такое, как я закрыла, выключила утюг или плиту, или что это было, не помнишь. Вот эта вот расконцентрация внимания, это очень и очень зависит от наших самых эстрогенов, да. Вот. Ну и, конечно же, все эти липидно-жировые обмены, то есть обмен веществ, это очень плохо. Ну вот, и наступает этот самый климакс, как я уже сказала, он помолодел, к сожалению. У меня есть девочки, которые входят уже, то есть у них уже эти звоночки климатические начинаются в 35-36 лет, и это страшно. И опять же, это все происходит из-за того, что неправильный какой-то образ жизни ведется, или же мы себя измучили различными диетами, и все это отразилось на нас. А так вообще климакс, что это такое? Это
совершенно естественные процессы, его не нужно бояться. Он, как правило, наступает где-то уже, начинает в 45 лет. Это по-разному. У некоторых в 43, у кого-то в 45, у кого-то в 55 даже. Может и такое быть, как бы поздний. Бывает ранний, нормальный и поздний. Вот. Ну, это все нормально, девочки, все можно прекрасно жить при климаксе и так далее. Мне тоже вот послезавтра будет 56 лет, так что я знаю, что это такое, но я абсолютно великолепно себя чувствую, слава богу, и живу полноценной жизнью. Главное знать, что при этом делать, да. Вот, то есть это недостаток женских половых гормонов, и в том числе, конечно же, эстрогенов, да. И с помощью, как ни странно, правильного питания можно все отрегулировать. Вот эти вот все секретики мы с вами будем учить. И вот представляете, самый большой, богатый эстрогеном продукт является семя льна и также масло семени льна. То есть если, ну, бобовые орехи, это само собой, да, если вы начнете добавлять вместо оливкового масла масло семени льна, то вы хотя бы по столовой ложке в день, да, ну, немножко такой имеет специфический запах и вкус, но тем не менее это очень-очень полезно у нас, девочек. Ну и салаты также тоже можно посыпать семенем льна, это прекрасно. Можно сделать себе коктейль какой-нибудь кефирный и тоже размолоть семя льна и как перекус выпивать себе такой или съедать такой йогурт. Это очень полезненько. Вот. Опять же, вернемся к балансу гормонов. Благодаря вот этому самому сбалансированному уровню женских гормонов мы функционируем великолепно. Эстроген позволяет нам поддерживать и красоту, и активность, и молодость, и, конечно же, позитивный настрой, да, потому что мы все знаем или слышали, те, которые молоденькие у нас девочки, о том, что когда наступает вот этот дисбаланс гормонов и предвестники менопаузы, то у женщин очень меняется резко настроение, идет как бы перестройка организма еще так, знаете, женщин бросает в жар, соответственно, она стесняется, потому что где-нибудь там на встрече сидит, вдруг она начинает полыхать алым цветом, и ей очень дискомфортно и плохо. Вот, так что будем бороться за позитивный настрой. Ну и, конечно же, здоровая кожа. Когда мы начинаем стареть, то у нас, соответственно, все это выражается прежде всего, где это на нашем лице. Все отражается, и плохое настроение, и появляются морщины, и кожа выглядит совершенно по-другому, появляется какая-то сухость, лицо начинает опускаться. Вот. И, конечно же, вот это вот все, весь этот дисбаланс отражается на нашей не только внешнем виде, но и на нашей коже, и на нашем внутреннем состоянии, все это, и на внешнем. Вот. Так что, но изменение питания, хорошая новость, тоже поможет не только нам похудеть или, как сказать, иметь упругое тело, да, не обязательно быть очень худенькой и тоненькой, можно быть и в теле, но тем не менее это все будет красиво сидеть и как бы компактно, и будете вы великолепно выглядеть. Вот. Ну, а для того, чтобы сохранить нашу кожу мягкой, здоровой, чистой, я в этом году начала активно изучать йогу для лица, которую я включаю сейчас в свои курсы. И хочу с вами поделиться одним упражнением. Так что я сейчас должна как-то отсюда выйти. Махните головой, меня видно? Супер, и слышно. Молодцы, хорошо, галочка. Девочки, значит, сейчас мы с вами приступим к интересному упражнению. Как я уже показала, у меня есть такая вот корзиночка, мне подружка связала в прошлом, одна из моих клиенток, которая моя подружка. Она мне связала вот такую корзиночку, я все собрала, и у меня здесь все очень компактненько есть. Значит, что мы сейчас с вами сделаем? У меня такой есть лайфхак один. Теннисный мячик. Я вам не говорила приготовить теннисный мячик, но просто на будущее, да, вы можете брать этот теннисный мячик и делать им такой вот массаж.
То есть на чистое лицо и так далее. Я его только вытащила из машины. Просто, и сейчас мы это не будем делать, я просто вам показываю. Немножко разминать лицо. Это на будущее. Значит, берем, девочки, тоник, ватную подушечку и стираем всю нашу прелесть, которая у нас на лице. Так. Потому что, невзирая на то, что вы только проснулись или вы выкупались, все равно у нас в течение ночи, а теперь, особенно мы сейчас вечером записываем, да, в течение ночи у нас обязательно скапливаются какие-то вещи на нашей коже. Вытерли, так? Обработали ручки обязательно, потому что тоже очень много бактерий, которые невидимы, но они есть. Так, обработали, да? И теперь вы можете одеть обруч. Я не буду одевать, чтобы показаться вам во всей красе. Так что, вы оденьте. И мы смачиваем ручки маслом. И потом это масло мы наносим на наше лицо. Так. Подергали себя за ушки. Раз, два, три, четыре, пять вниз. Вот наша базовая позиция, девочки. Представляете, какой бонус вы получаете с йогой для лица? У вас еще ручки будут подтягиваться. Теперь в сторону. Животик втянули. Теперь вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вниз еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Давайте себя похлопаем. Это верная техника. Пальцы свободные. По шейке. Молодцы. Немножко чувствуете? Так немножечко вы разогрели личико. Теперь находим две точки. Вот здесь вот. Видите, скуловая кость. И она такая немножко болезненная. И начинаем 10 раз вращать в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь находим такую же точку под мочкой уха. И 10 раз в одну сторону. 8, 9, 10. И в другую. Молодцы. Похлопали себя. И давайте разогреем немножко лобик. Вот так два пальчика ставим и растираем. Потому что мы освобождаем наши мышцы, чтобы у нас не было таких. Теперь делаем пальцы тигра, тоже сюда. От центра к периферии. Хорошо. Расслабляем все мышцы, чтобы у нас не было, знаете, вот этих заломов здесь, на переносице, там мышца гордеца, чтобы мы не сидели вот такие вот все. Глазки должны впрямую. Молодые люди, знаете, как выглядят? Глаза же вверху, смотрит личико все наверх, и мы должны также к этому стремиться. Так, теперь, девочки, смотрите, складываем ручки вот так вот и проводим вот от этой мышцы сюда под глазом, под скуловую, и опускаем вниз. Пошли. Разогреваем. Хорошо. Все делаете, девочки, упражнения? Как у вас ощущения? Теперь давайте сложим вот так вот пальчики пинцетом таким и проведем немножко вот так вот до виска и вниз опускаем. По канту до виска и вниз опускаем. Теперь можно сделать вот так пальчики. Проводим и вниз вот так опускаемся по шейке. Давайте. Массируем лицо. Молодцы. Теперь делаем букву О. Кожа лица должна быть вот здесь вот. Вот так вот. Поднимаем до ушек и опускаемся. Хорошо. Поднимаемся выше. Теперь под скуловой. Хорошо. Теперь сделаем глазки.
Делаем бинокль. Вот так вот, да. Ставим на мышцу гордеца пальчики эти, делаем такое сердечко почти, или бинокль. И попытайтесь открыть глаза, прям пучьте их. Вот так вот сильно-сильно-сильно. Для того, чтобы вам было легче представить, что это такое, возьмите, вот как будто у вас лист с А4 с текстом, и поднесите его ближе к глазу. Вот так вот. И у вас сразу же раскроются глазки. Давайте попробуем так. Открываем. Бровки на месте, живот подтянут. Пошли. Раз. Открываем глазки. Пучим, 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 пучим. Молодцы. Поморгали. Опять. Открыли. Пучим, пучим, пучим. Поморгали. Открыли. Поморгали. Открыли. Поморгали. Теперь смотрим вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. По кругу, девочки, пошли. Это очень-очень хорошее, эффективное упражнение. Оно улучшает зрение. Но его нельзя делать с катарактой. В другую сторону, девочки, по кругу пошли. Молодцы. Зигзаг. Вверх-вниз, вверх-вниз. Слева вправо, справа, вниз, слева. Давайте как в своем темпе. Хорошо. Опять поморгали. Давайте теперь сделаем упражнение нижним веком. Поморгайте, попробуйте. Вы все умеете подмигивать. Глазки стоят на месте, бровки на месте. И подтягиваем нижнее веко. Поехали. Только нижнее веко. Верхнее на месте. Получается? Открыли глазки пошире. Поморгали. Пошире. Поморгали. И еще одно упражнение на глазки. Мы должны закрыть глаза и как бы яблоком глаза подталкивать верхнее веко. Вот прям делайте сопротивление. Поехали. Ничего не двигается, кроме... Поморгали. Кроме именно нашего упражнения яблока. Поднимаем веко. Поморгали. Молодцы. И теперь делаем лимфодренаж. Опять же, складываем наши глазки. Поморгайте еще немножко, чтобы у вас не болели глазки. Поднимаем вот так вот ручками от носогуб вверх. Доходим до виска. Открываем рот. Можете произносить даже звук какой-то. И опускаем жидкость в нашей шее. Поехали. По 5 раз. Раз. 2. 3. 4. 5. Теперь под глазами. Молодцы. Теперь сюда доходим. До ушной. Умницы. Молодцы. Сделали, согнали водичку, пальчики, крючки. Умницы. Еще раз немножко побили себя. Так, молодцы. Шейку погладили. Еще раз выгнали воду. Умницы. Постучали по себя. Молодцы. Похлопали себя. Можно 40 раз попрыгать на пяточках. Но я сейчас на каблуках, так что я не буду прыгать. И теперь ручки. Давайте пальчики вытягиваем. Выгоняем водичку. Прям силой. Раз, два, 3, 4, 5. Молодцы. Находим точку 100 болезней. Вот здесь она болезненная очень. И массируем ее здесь. Больно, что было, не жалейте себя. На второй руке. Молодцы. Прикладываем ручки и отталкиваем подбородок. Молодцы. Умницы. Теперь обхватываем свою шейку, обнимаем ее и пытаемся вытолкнуть подбородок. Умницы. Молодцы.
И завершающее упражнение. Поднимаем голову вверх и подтягиваем подбородок. Наверх и подтягиваем. Наверх и подтягиваем. Наверх и подтягиваем. Направо, наверх, подтягиваем. Право, вверх, подтягиваем. Право, вверх, подтягиваем. Лево, вверх, подтягиваем. Лево, вверх, подтягиваем. И еще разок. Лево, вверх, подтягиваем. Молодцы. Погладили себя. Любимую. Умница. Еще раз погладили себя по лицу. Умница. А теперь давайте себя обнимем ручками. Глазки закроем. Прям передвигайте свои ручки. Полюбите себя. Молодцы. Шейку погладили. И теперь берем наше полотенечко. Смачиваем его в горячей воде. У меня термос. Вот. Я просто поливаю немножко водички на это полотенце. Оно горяченькое, оно поможет нам получить приятное такое ощущение. Прикладываем его аккуратно, не обжигаемся к своему лицу. Вот так вот. Прям снимайте это масло лишнее. Нужно развернуть. Вот, вытираем ручки. Я обычно после такого лимфодренажного массажа и горячего полотенца еще беру такие вот кубики. Они пластиковые, они очень удобно, они замороженные. И вот после этого горячего полотенца я их прикладываю к своему лицу, и получается божественное такое ощущение. Только опять же нужно осторожно, чтобы не застудить никакую мышцу. Вот и все. Мы с вами позанимались этим буквально, не знаю, 5-10 минут. Как ваши ощущения? Напишите, девочки. Понравилось вам упражнение? Какое вы сейчас чувствуете ощущение после него? Пишите. Так, а я хотела открыть зеркало, но что-то не могу. Напишите свои ощущения, девочки. Я немножко припудрюсь, все-таки же я ж в эфире. Так. Пишите. Молодцы. Я все прочитаю. Хорошо. Я еще купила набор кистей, такой, который я хочу тоже на этом курсе поучить вас немножко макияжу такому для возрастного как бы лица. Вот. Как накладывать тень. Ну вот. Как-то так. Ну что, как составить наш рацион? Возвращаемся к питанию, да, которое нам может абсолютно все изменить и поправить. Вот. После того, как вы составите прежде всего список своих любимых продуктов. То есть мы не должны себя ущемлять абсолютно во всем и на всю жизнь. Вы должны просто немножко изменить содержание того, что вы кушаете, как вы питаетесь. То есть вы составили список своих самых любимых продуктов и поделили их на несколько частей, на 3, к примеру. Да. Что я ем? И ем я эти продукты любимые на эмоциях или
это потому что полезно так есть, да. Вот. Самое главное в нашей жизни, чтобы наш рацион был разнообразным, потому что если мы будем кушать вкусно, разнообразно и красочно, вам обеспечен успех. Вот. А как есть? Ну, вы должны, как я только что сказала, уже вкусно кушать, но просто с измененным содержанием того, как вы кушаете, да. Вот. И именно поэтому год назад, когда началась корона, я сделала на своем YouTube-канале рубрику, где я записываю вкусные полезные рецепты. Я пеку хлеба на закваске, я пеку булки, я без муки, заметьте. Я, то есть, заменяю ингредиенты на что-то другое. Если это мука пшеничная была, то я ее заменяю на соевую. И получается все очень вкусно и красочно, и красиво, и девочки едят и блины у меня, и хачапури, и пирог с капустой, с яйцами. В общем, очень вкусно. Действительно, я все это сама делаю. Я все проверяю на своих детях, на муже. Вот. И когда им что-то не нравится, то я дорабатываю этот рецепт. А если они говорят, ой, супер вкусно, все, то тогда я вам его записываю, выкладываю. Так что, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube. Вот. Ну, а для того, чтобы у нас не было желания сорваться, то мы должны, конечно же, разнообразить нашу пищу. А это мы можем сделать с помощью всевозможных специй, трав каких-то, вот, пряностей. И все это сдобрять нашу мясо, птица, мясо, рыба, вот, яйца, какие-то кисломолочные продукты, да, жиры должны быть, фрукты и овощи, все должно быть у нас в балансе. Вот. Ну, а какие мои советы? Для того, чтобы наш организм выжил, восстанавливаться каждый день, мы должны гулять, хотя бы по чуть-чуть гулять. Ваш эмоциональный фон будет совершенно другим. Вы будете по-другому смотреть на природу, воспринимать ее как-то по-другому. Вы начнете делать фотографии, у вас настроение улучшится. Это просто сказочно. И как это хорошо для сердечно-сосудистой системы, для нашего желудочно-кишечного тракта, ну и, конечно же, эмоционально, прежде всего, фон, да. Вот. Ну и составьте сами себе, для себя любимый рацион из ваших любимых продуктов, разнообразных продуктов прежде всего. Вот. Ну, еще что хочу сказать, что похудение, оно, ну, как ничто другое, связано с психологией. Поэтому именно когда я училась на диетолога, я получила также еще семестр позитивного психолога с правом преподавания. Вот, потому что похудение – это комплексный процесс, который включает в себя не просто там набор продуктов питания, а именно еще и психологическую основу, потому что мы должны прорабатывать нашу голову. В нашей голове это все сидит там. И пока мы это не проработаем, ни одна диета, ни одна система не будет работать. То есть мы должны понимать, когда мы кушаем, а почему мы кушаем. Может быть, я не голоден вовсе, может быть, у меня плохое настроение или, наоборот, хорошее настроение. Вот этому всему мы учимся в Nordic Balance. Подходить разумно ко всему. Ну и, конечно же, для похудения необходимо, ну что, контролировать свои жизненные эмоции. То есть хорошо или плохо, все, побежала к холодильнику, да, или побежала там где-то какой-то гамбургер схватила, или мороженое потянула на конфеты, или еще что. Понять, какие у вас есть привычки, потому что все тянется с детства, да. Мы были маленькие, поплакали, нам бабушка дала пончик или на тебе конфетку, ой, как вкусненько, все хорошо. Мы-то теперь взрослые девочки, мы понимаем, почему это так раньше происходило, да, когда сахар подскакивал, сладенького поели, настроение улучшилось, но на короткое время. То есть мы должны учиться не срываться с нашей системы питания, и не чувствовать себя какими-то жертвами, что вот, ой, я бедная, вот мне сейчас нельзя торт или конфету какую-то. А вы должны просто понимать, что вы делаете добро своему организму. Будет вам счастье, будете вы есть свои конфеты и торты, но вы будете их есть по-другому после того, как мы с вами научимся, как это делать, да? Ну, конечно же, тоже имеет большое значение сон. Я тоже говорила об этом, да, вам сегодня, что вы
должны ложиться спать сегодня, а не завтра. То есть 23 часа – лучшее время. Потому что другие процессы начинают происходить в нашем организме. Вместо того, чтобы жир сжигался, мы начинаем, наоборот, бодрствовать. Когда мы бодрствуем, организм приходит в стресс. Вот, то есть вы боретесь со сном, кортизол вступает в силу, и многие другие ребята мешают нам похудеть. Вот. Ну и, конечно же, когда вы на стадии снижения веса, очень бы хотелось, чтобы у вас была еще и поддержка со стороны семьи. А я знаю, к сожалению, много вариантов таких девочек, когда мужья, наоборот, начинают делать какие-то блюда, которые они очень любят, а которых нет пока в списке. Вот, и компрометировать им. То есть, я надеюсь, у вас другая ситуация. Вот. Год назад, как я уже сказала, я начала записывать онлайн-курсы. То есть это не то, что в запись, это я живая, я выхожу к вам на связь. Вот. Сейчас у нас кризис, и мы все были изолированы год, да, даже чуть больше. Вот. И я по-прежнему имею свои VIP-курсы, то есть это индивидуальные курсы месячные, когда я прорабатываю именно вот все пищевые стереотипы, какие-то привычки с детства и так далее. Вот. Задания даю психологические, и мы учимся кушать, я рецептами подкрепляю, вкусными, легкими и простыми, да, какими-то упражнениями. Вот. Но год назад в связи с кризисом я придумала свои онлайн-курсы, которые проходят в течение 7-9 дней, потому что я говорю 7, но обычно это затягивается. В общем, я очень щедрый человек, так что я дарю еще парочку дней. Вот. Девочки худеют, кому это нужно, вот, и молодеют теперь уже тоже с йогой для лица. И я создала такие онлайн-курсы, которые тоже по-разному совершенно провожу, вот, и волшебный пинок я на них задаю хороший. Вот. Сегодня я вам обещала, что расскажу об этом своем новом проекте, который я еще не делала, это «Секреты гейш», где я как бы за эту неделю помогу вам не только постройнеть, но и помолодеть, и настроение у вас улучшится, и мы будем с вами заниматься йогой для лица, лимфодренажный массаж, только я вам покажу более такой конкретный, и комплекс упражнений для лица я тоже вам предоставлю, и вы сможете выбрать для себя, потому что когда я начала только заниматься йогой для лица, я дошла до, по-моему, 5-го или 7-го урока и сказала, нет, это вообще не для меня, я очень занятая, и у меня нет времени по 1,5 часа стоять там, лицо себе массировать. Я сказала, нет. А потом как-то я так втянулась и выбрала те упражнения, которые для меня, для моего возраста больше всего подходят. И я сейчас делаю вот такую утреннюю зарядочку за 15 минут, и потом легкий макияжик, который я тоже на этом курсе предоставлю. Расскажу, как класть тени, как закрывать наши какие-то там недостатки на лице возрастные, да, как поднимать за счет теней века верхнее, вот, как затенять лицо, как его именно оформлять. Все это я буду в этом курсе показывать. Вот. Ну, конечно же, рецепты. У меня огромное количество рецептов для лица, которые мы делаем как маски в домашних условиях. Это тоже уникально совершенно. Можно лифтинг делать, и все будет чудесно. Вот. Значит, что я вам сегодня предлагаю? Это я вас действительно не уговариваю, ничего, просто если кто-то заинтересуется, девочки, то я говорю, я очень много даю бесплатного на своем YouTube-канале, подписывайтесь, смотрите и учитесь, молодейте и вообще здоровейте. Вот, что я в этом курс включила от Nordic Balance, да, это рекомендации различные, это ежедневные рецепты маски, как я уже сказала, для лица, это обучение лимфодренажному массажу, конкретное такое обучение. Потом будет у нас общий чат у участников. Я также буду каждый день вам отправлять мейлы не только с рецептами масок для лица, но еще вкусными, полезными рецептами, которые легко приготовить для всей семьи. Вот. И обязательно какую-то мотивирующую статью я вам буду отправлять.
и что-нибудь там по женскому здоровью. То есть в один день мы рассмотрим такие-то гормоны, в другой день мы другую группу гормонов рассмотрим, где я буду объяснять, что, как это все это работает. Вот. У нас будет онлайн-лекции в прямом эфире, вот как сегодня. То есть вы выберете какую-то одну тему, которую я, или там две темы, какая будет из них самая популярная, интересная для вас всех, я ее обязательно раскрою. Потом я хочу пригласить врача, и вы тоже сможете задать вопрос, то есть мы обсудим, какую тему она должна раскрыть нам, и мы обязательно сделаем один из таких уроков, в котором она именно углубится, это врач, ее зовут Елена, которая раскроет эту тему, и вам станет, может быть, более понятным. Она врач действительно с многолетним опытом, она работала в клинике у президента в свое время, вот, так что не буду называть, какой страны, вот, но там действительно все очень серьезно. Вот. Ну, психологические задания, это понятное дело, вам буду тоже присылать, но они будут элементарными. Вы не должны садиться там в позу лотос и говорить «Ом». Это будет все, как я рассказываю в мультиках, все просто и доступно. Вот. Вы получите также рацион питания, вот, и, ну, я буду всегда у вас рядом с вами, мотиватором и так далее. И этот курс я хочу сегодня вам предложить за 949 крон. Те, которые проходили мои курсы, то для вас будет цена совершенно другая. Так что я ее не оглашаю, чтобы никому не было обидно, но потом, кого это заинтересует, я обязательно вам напишу в ваш мессенджер, окей? Вот, я, как обычно, хочу еще вам рассказать, что сегодня у вас будет бонус. Тот, кто еще не купил мою книгу, она сейчас стоит 349 крон, плюс 50 крон доставка по Дании. Но сегодня, если вы захотите купить мою книгу, как говорю, девочки, многие уже ее читают, очень многие ее получили, она такая большая, и здесь очень много-много-много всего собрано, большие труды, большая работа. То если кто-то из вас захочет приобрести мою книгу сегодня, я вам отдам ее, продам ее за ту цену, по которой я делала предзаказы, продавала ее, за 289 крон, и сама оплачу вам доставку. Пожалуйста, подумайте, окей? Насчет этого вопроса, кто желает. Вот. Моя мама, кстати, начала читать эту книжку и прям вообще в восторге. Говорит, что очень легко читается и все интересно. Ну, так как я работаю качественно, девочки знают, вот мои девчонки, которые у меня уже неоднократно были, они знают, как я работаю, и поэтому я не могу брать там 100 человек за один раз, потому что я не верю в какие-то чудесные чудеса или в какой-то успешный успех. Я верю в свои силы, я дорожу своим временем, я дорожу своим работой. И самое главное, я дорожу всеми вами, потому что как только вы со мной соприкасаетесь, вы уже все, вы мое сообщество, вы мои самые такие родные и близкие на всю жизнь. Поэтому я не хочу как бы качество работы свое ухудшать. Я возьму только 10 человек, девочек. Если кто-то заинтересовался, пишите. Окей? Сейчас я отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Окей? 15 минут у нас будет, девчонки. И так мы уже задержим. Ну, хотя ровно час. Мы начали на 10 минут позже, да. То есть мы, в принципе, укладываемся. И я отсюда выйду и приду к вам, и вы зададите свои вопросы. Вот. Ну и еще, если кто-то что-то хочет купить, то, конечно же, вот мои координаты. Или пишите мне в личное сообщение, я вам тогда сброшу. То есть мой, кто в Дании, это Mobile Pay, это мой мобильный телефон 21 13 07 20, да. Датский счет вы можете туда же перевести деньги. Ну или девочки из-за границы, это это PayPal, вот, который работает точно так же элементарно. Это мой mail, и вы найдете Виктория Андерсон. Вот. Девочки, я ухожу отсюда. Если кому-то какие-то вопросы есть, пишите. Все, я к вам пришла. Окей, мне пишут сообщения многие. Угу. Так, окей. Хорошо. Уже девочки покупают и книгу, и курсы.
Хорошо. Супер. Хорошо, девочки. Так, у вас нет никаких вопросов и пожеланий купить или что-то? Только те, которые мне лично написали. Ну, скажите что-нибудь. Окей. Вопросы? Есть ли какие-то вопросы? Я хочу сказать, что это очень даже здорово. Я уже тебе написала, что я хочу к тебе. Только Не слышно. когда? Дату начала курса. Окей, начало курса, девочки, я думаю, у меня просто через 2 дня день рождения, 7 числа, и я думаю, 8 давайте начнем. Это будет четверг. Как вы? В четверг. Вы же знаете, у меня все быстро. У меня не будете вы там месяц думать или как. Нет, вы ко мне сразу с места в карьер и все, вперед. То есть 8 числа мы начнем. 8 числа я вас соберу в группу в WhatsApp. И вам все расскажу. Вы мне напишите свой вес, исключительно мне. Я только об этом буду знать, никто другой. Вот, я вас объединяю в эту группу в WhatsApp, и с пятницы мы начинаем уже систему похудения и омолаживания. Да? Я думаю, в субботу мы сделаем, после обеда или воскресенья рано утром мы сделаем с вами йогу. Урок я вам дам, потом я вам после йоги, после массажа дам обязательно макияж. То есть вы представляете, мы омолодимся, сделаем упражнения, смоем это все с себя, и потом сделаем великолепный такой легкий макияж, которым вы пойдете украшать мир. Вот, я напишу весь этот план, но мы начнем с четверга. То есть вводный урок, я вам расскажу о питании, о том, как и что. И вы будете совершенно подкованы. Я вам всем могу сегодня отправить, кто желает, просто информационный такой ролик со своего YouTube, в котором я рассказываю, как это все будет проходить. Ну, это в общих чертах, потому что курсы-то они разные. То есть вы все поймете, что и как, и вам будет это легко. Это вы не должны будете сидеть и слушать Вику 7 или 9 дней. Это все будет очень проходить нормально, мы всегда подстроимся друг под друга, то есть вы не должны будете сидеть у компьютера и ждать каждый день в 7 вечера будет какой-то отчет. Нет, вы не должны будете писать какие-то романы в WhatsApp, но это будет прежде всего для вас же стимулом. Я буду выкладывать свои тарелки с едой, да? Вы будете смотреть на других девочек, вы будете очень мотивированы. Если кто-то что-то не так ест, я напишу сразу же, ой-ой-ой, а вот это нельзя, а вот это вот давай добавим или поменяем на другое, все. И вы уже будете понимать, что вау, окей, я делаю все правильно. И вы за это время, ну, тем, кому надо постройнеть, а у меня, девочки, стройнеют где-то от 2 до 4 килограмм за это время. Но это опять же чисто индивидуально. Это зависит от метаболизма, это зависит от возраста, это зависит... И я буду каждой из вас индивидуально за это время подходить. То есть вы не волнуйтесь, вы не будете там брошена, мне всегда можно написать, мне всегда можно... У меня всегда можно что-то спросить. То есть это добро пожаловать. Девочки, которые были у меня, они знают. Далее, Ирочка, говори. Еще есть вопрос. Временной период со скольки до скольки? У нас будет 2 от силы 3 онлайн-урока. К примеру, я сделаю вечером в какой-то вторник и четверг следующий. Мы сделаем онлайн-уроки, которые будут посвящены именно здоровью женскому, и будет посвящен урок один какой-то теме, которую мы с вами обсудим и выберем. Вот. Йогу для лица в воскресенье я хочу вам презентовать утром, чтобы именно утром мы встретились, да, мы договоримся, в какое время это будет, 8 или 10 часов утра. Вот, мы сделаем это, чтобы вы уже, понимаете, вы почувствуете и ощутите вот это великолепие, легкость, и потом, когда мы сделаем этот макияж, тогда можно уже пойти в город или куда-то там погулять, и будете себя великолепно чувствовать и моложе на 10 лет. То есть вот так вот мы обсудим. Не нужно, а то, что там вы будете писать мне в этот WhatsApp,
Опять же, если кто-то на работе, то не нужно сидеть и приклеенным быть к этому телефону и постоянно там отвечать. Это моя задача, я вас буду там, знаешь, девочки, съели перекус или там позавтракали, а не забываем, а гуляли ли вы, а что у нас сейчас, вот такой вот. Это я буду, то есть это моя работа. А вы будете по мере возможности, но тем не менее у вас всегда будет возможность, опять же, просмотреть всю ленту, посмотреть, кто что кушал, у кого какие-то там были желания, пожелания. Это все можно. Я вам буду каждый божий день отправлять ссылки на свои видео, на рецепты, на какие-то мотивирующие дела. Вот, то есть все вы будете в хороших, добрых, любящих руках. Нужно ли делать разминку тела, делать массажем для лица? Да, можно делать, это очень хорошо. Именно делать для осанки. Вот эту разминку, то есть я обязательно потом вам покажу, когда мы будем на курсе, какие упражнения мы делаем, буквы разные мы произносим и так далее. Просто сегодня было, времени у нас не так много, я пообещала не больше часа вас забрать, да, поэтому мы не делали это. А так, да. Это обязательно нужно разогнать кровь, это все прекрасно. Хорошо, девочки. Кто еще имеет какие-то вопросы? Ириш, с тобой поняла все, договорились. Еще вопрос. Скажи, пожалуйста, деньги перечислять уже сейчас нужно? Ну да, на Mobile Pay. Если можешь, переведи сегодня. Да, то есть Mobile Pay и все просто. Угу. Спасибо, Ирочка, очень рада. Так что мы группу соберем, уже девчонок у нас уже 7 есть, так что еще 3 места есть, кто хочет, желайте. Или кто книгу еще не докупил, то пожалуйста. Людочка, от тебя я тоже получила, я тебя в группу обязательно введу, спасибо. Угу. Девочки, те, кто за границей, то цена моей книги будет другая, потому что я понимаю, что 40 евро заплатить для украинского человека, например, это практически невозможно. Вот. Так что для тех, которые живут за границей, будут совершенно другие цены. И это мы обсудим тоже в личном кабинете. Девочки, давайте будем прощаться. И до четверга, в четверг в 19:00 мы начинаем наш курс. Да, Ириш? Хорошо, не волнуйся. Мы все обязательно в группе, мы вот это вот все обсудим. Да, обсудим, и никто не будет у нас, знаешь, если ты там пришла с ночной смены, то я тебя в 8 утра не буду строить. Все будет нормально. Хорошо, девочки, тогда я вас всех благодарю, спасибо большое, была счастлива вас всех видеть, и до встречи в четверг. Информацию я вам сейчас каждой отправлю в мессенджер, вот это видео такое, которое посвящено этому курсу, там будет просто, я начинала обычно по пятницам, сейчас мы начнем в четверг, вот, то есть вы должны просто подстроиться. А так будет все точно так же проходить, и онлайн-уроки, и еще дополнительно будет йога и макияж. Окей? Все, люблю вас всех, спасибо огромное. Все, если какие-то вопросы, пишите, я буду с удовольствием отвечать на них. Все, мои хорошие. Будьте здоровы, счастливы, молодые, красивые. Пока-пока, дорогие мои. Спасибо большое. Спасибо, мои хорошие, и вам спасибо. Пока. Спасибо большое, было очень интересно. Было очень интересно. Спасибо, я рада. Я рада, что вы рады. Все, счастливо, девочки. Пока-пока.